Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Григорий Тамар, военный эксперт из Израиля, со мной на прямой связи. Григорий, здравствуйте. Добрый вечер. Григорий, прежде всего, и, наверное, самый главный вопрос, это что происходит сейчас в Херсонской области, ваше видение ситуации. Президент Зеленский приехал, собственно, в город, восстанавливают мобильную связь, обещают через 10 дней уже пустить поезда. Это вот на правом берегу, а на левом перманентные то Олежки, то Голая пристань, то еще ряд населенных пунктов, где слышны автоматные очереди и, соответственно, есть прилеты вот по оккупированной территории. Я так понимаю, что если в целом посмотреть на ситуацию, то как бы на правом берегу Днепра ВСУ останавливаться не собирается. Ну, думаю, что на левый берег сейчас вряд ли распространится наступление, потому что форсирование Днепра в зимних условиях сегодня это очень сложное мероприятие. Не уверен, что оно целесообразно. Но по поводу того, что там произошло, я позволю несколько комментариев дать. Ну, во-первых, имело место долгосрочное планирование вашим генеральным штабом наступательной операции. И в качестве подготовительного этапа к этой операции была работа дальнобойной артиллерии и средств дистанционного поражения различных, там, Марсов и так далее, по тылам российской армии для того, чтобы обескровить российскую группировку на правом берегу, лишив ее снабжения в достаточной степени боеприпасами, продовольствием, там, горюче-смазочными материалами и так далее. Это первый аспект. Это в высокой степени удалось вашим войскам. Дальше, видимо, российское командование, насколько я понимаю, насколько мне можно судить из обрабатывая информацию из открытых источников, приняло решение вывести оттуда наиболее боеспособные части для того, чтобы сохранить их, вывести их вместе с техникой. И эти части оттуда выводились последние 2-3 недели, и значительная их часть была выведена вместе с техникой, я подчеркиваю. Это прежде всего десантные подразделения, подразделения морской пехоты, часть мотопехоты, которая там была. Далее, насколько я понимаю, после того, как периметр, удерживаемый российской армией, сужался и, собственно, дошел до города как такового, в планах российского командования было навязать вам уличные бои для того, чтобы заставить вашу армию понести потери. Я настаиваю на том, что это был их план. А теперь, когда начался штурм Херсона, и когда начался интенсивный обстрел средств переправы Антоновского моста, то было очень меткое попадание, видимо, это случайность, в Антоновский мост и Марсом, в результате чего часть этого моста обрушилась. Я слышал разные версии, сдетонировала взрывчатка, которая была там заложена, попали по грузовику с боеприпасами. Может быть, просто настолько было сильное поражение именно от ракеты. Сейчас невозможно судить об этом по информации из открытых источников, которая вот сейчас есть. Но результат был взрыв, пожар и обрушение части моста, которая повредила и понтонную переправу. И люди, которые находились на правом берегу, вот это вот остатки российских войск, которые должны были по замыслу российского командования вести арьергардные бои, поняли, что если они немедленно не предпримут бегство, то они либо попадут в ваш плен, либо будут убиты. И они предприняли паническое бегство оттуда, используя любые средства для того, чтобы перейти на другой берег. От различных лодок, катеров до там пехота, есть множество свидетельств, так сказать, съемок, когда пехота перебегает через там дамбу, через какие-то там понтонные оставшиеся переправы и так далее. Григорий, но погодите, нам же российские военкоры говорили о том, что взорвали Антоновский мост, как, впрочем, и многие другие мосты правобережной Херсонщины, сами российские войска. Ну, военкоры врать не могут, раз они говорят, значит, это правда. Когда нам врали российские военкоры? О, да.
Вот. Я думаю, что на самом деле, ну, я допускаю, что там ну, как бы, может быть, сложилась ситуация, что одна рука не знала, что делает другая, это вполне возможно. Но то, что там был обстрел Химарсом, ну, это сегодня как бы признает, насколько я понимаю, ваш генеральный штаб. Ну, я как-то вашему генеральному штабу верю больше, чем российским военкорам, да, которые, по сути, ангажированные журналисты, которые говорят то, что им верят. Но, вы знаете, мы можем строить сейчас предположение. Я в конечном итоге подчеркиваю, что я изложил свою версию. Важен результат. Город сдан без боя. Ваши войска не понесли потери. А российские войска в большой степени оттуда все-таки ушли, тоже не понеся потери должные, как могли. Да? И, соответственно, и ваши и российские войска будут перегруппированы и брошены. Вы в данном случае находитесь в более выигрышной ситуации по двум причинам. Во-первых, ваших войск объективно больше, раза в 3. 2,5 в 3, по разным оценкам, что я слышу. А во-вторых, ваши войска, их моральный дух намного выше, и потери намного ниже, уровень организации сохранен, то есть им достаточно дать какое-то незначительное время на отдых для того, чтобы дальше их бросить в дело. Российские же войска нуждаются в пополнении, переформировании, более длительном отдыхе, и их просто объективно меньше. И вот насколько быстро и эффективно удастся каждой из сторон использовать эти высвободившиеся резервы, это вот, собственно, и повлияет на развитие событий в ближайшие недели. Григорий, что дальше? Вот эти войска, которые ушли, они будут брошены на запорожское направление или в сторону Донецка, где приходят новости, ну, такие, достаточно не очень хорошие для украинской стороны, потому что там в очередной раз, не первый раз, но в очередной раз там потерян контроль над одним населенным пунктом, речь идет о Павловке, Майорск тоже, уже были сообщения там, летом, сейчас еще раз сообщения о том, что идут вперед именно на том направлении. Насколько вот сокращенная вот линия фронта за счет береговой линии, за счет Днепра, вот полыхнет с новой силой? Мое мнение личное. Россияне попробуют эти войска использовать под Бахмутом. Это то место, где идет как бы некий такой вялый наступательный процесс, и если туда бросить свежие части, россиянам может показаться, что они могут там достичь значительного успеха. Ну, а где ваши резервы будут использованы, это только господин Залужный, я думаю, знает, и для того, чтобы это знание иметь, он имеет очень много информации, которую предоставляет ему разведка. Мне пока ваша разведка еще не предоставляет информацию, и я могу лишь интуитивно, не имея информации, предположить, что если бы был нанесен стремительный, мощный удар в сторону Бердянска, этот город захвачен, что лишило бы российские войска порта в том участке моря, и, соответственно, был бы прерван сухопутный коридор между крымской группировкой и Российской Федерацией. Вот это бы позволило блокировать крымскую группировку, и при нарастающем огневом поражении по уязвимым таким вот точкам, узлы связи, склады с боеприпасами, казармы, командные пункты, аэродромы, которые бы наносили ваши ракетные войска, артиллерия и авиация, а также общество по борьбе с курением. Вот по совокупности это могло бы принудить изоляция с одной стороны и ваше давление с другой стороны эту группировку к сдаче, что явилось бы вот той точкой невозврата общественного напряжения Российской Федерации, о которой я говорю последние 8 месяцев. Григорий, на ваш взгляд, вот что будет происходить вокруг военно-политической обстановки Крыма? Потому что есть уже заявление, что вполне себе там ракеты Хаймарсы достают и до перешейка, и, соответственно, там вся Херсонская область под огневым контролем. Теоретически, понятно. А что на практике? Насколько Крым близко? Ну, понимаете, для того, чтобы ворваться в Крым, вам нужно либо форсировать Днепр,
ну, что, я думаю, вряд ли сейчас будет предпринято. Мне кажется, это не умный вот, но это мое личное мнение просто. Это очень серьезная водная преграда. Солдат, который по какой-то причине попадает в воду при температуре воды там плюс 7 градусов, он довольно быстро погибает или теряет боеспособность как минимум, если даже его вытаскивают, то есть спасают. Я думаю, что этого не произойдет. Но есть вот именно направление со стороны Мариуполя, со стороны, эм, также со стороны вот, Бердянска, о чем я сказал ранее. Вот оттуда можно попробовать зайти. Ну и потом, смотрите, я еще раз говорю, не обязательно, что в лоб штурмовать Крым как таковой. Еще раз говорю, изолировав его и постоянно нанося вот это давление ракетными средствами, можно принудить группировку крымскую к сдаче, потому что когда она осознает бесперспективность своего положения, я не исключаю, что будет. Григорий, я хочу, чтобы мы завершили вот эту тему с разбором ситуации в Херсоне все-таки одним аспектом. Очень интересное уточнение. Если вы убеждены и, ну, как бы отстаиваете точку зрения, что был план совершенно другой, и его читали, и в том числе и вооруженные силы Украины, они там давали информацию и через официальные, и там полуофициальные источники о том, что план был понятен: засесть на правом берегу, выманить как можно больше силы вооруженных сил Украины, разбить, устроить такую Сталинградскую битву, генеральное сражение. Но потом что-то пошло не так, и Суровикин отводит войска. Я не совсем так сказал, я не говорил про Сталинградскую битву, я говорил о арьергардных уличных боях. Это не совсем. Для того, чтобы вести арьергардные уличные бои, вам не нужна в большом количестве, по крайней мере, тяжелая военная техника. Вам достаточно оставить легкие заслоны из мотопехоты для того, чтобы насытить их там, средствами, там, тяжелым стрелковым оружием, там, гранатометами, пулеметами и так далее. И это может составить очень много неприятностей на наступающей стороне, но для этого вам нужно, по меньшей мере, чтобы эта пехота была готова умирать за этот город. Ну, тоже такая... Возможно, российская разведка осознала очень низкий уровень, так сказать, морального духа тех солдат, которые находились, тоже нельзя исключать этот фактор. Может быть, они поняли просто, что не получится вот этих арьергардных боев, а может быть, просто солдаты побежали. И трудно их в данной ситуации упрекать в трусости, потому что, ну, рационального объяснения, почему они должны были погибнуть за Херсон, я думаю, никто всерьез предоставить не может. А ситуация с каждым часом становилась все плачевнее. Угу. Но я просто к чему подвожу, что ведь многие комментаторы все равно сводят вот этот шаг к какому-то договорняку на военно-политическом уровне. Ультрапатриоты российские, там даже в прошлом военные, вообще говорят, что Путин это, ну вот, предатель, изменил российской армии, вот, отвел войска, потому что, ну, собственно, предал, и это договорняк огромный вот со странами Запада. А там чисто, ну, по военной науке и по военной теории там можно было действительно зацепиться и оставаться какое-то время. Другие говорят, что это там чуть ли не часть какой-то зерновой сделки, имеет под собой определенный тайный сговор, когда вот так действуют в Херсоне, ну, ровно потому, что договорились с Западом, и вот, соответственно, дальше эти контуры договоренностей на самом верху будут каким-то образом, ну, скажем так, более так внятно, жирно очерчены. G20, Байден с Си, тут Нарышкин встречается с Бёрнсом в Турции. Как вы относитесь, вот с точки зрения вот всего анализа, что мы услышали, к вот этим, ну вот, не военным или не только военным теориям? Я не верю принципиально в теории конспирации. Я не верю в сложные схемы. Они, как правило, не работают. Я сейчас вольно процитирую Наполеона. Он сказал не теми словами, но смысл такой, что прежде чем подумать о теории конспирации, не забывайте о дураках. Так вот, я не дам этого наслаждения патриотам, в кавычках,
потому что подлинные патриоты Российской Федерации – это те мужественные россияне, которые вышли в первые дни войны на антивоенные демонстрации, заплатив каждый за это лютую цену личную. Вот. Это вот действительно патриоты России. А вот эти вот люди, которые надувают щеки сквозным патриотизмом, это дебилы и подонки, фашисты, которые приводят свою страну в пропасть. Так вот я не дам им этого люксуса найти оправдание низкому уровню боеспособности российской армии. Российская армия с каждым днем воюет все хуже и хуже. Ваша армия с каждым днем воюет все лучше и лучше. Я готов это аргументировать. И армия всегда является отражением общества. Это часть общества. Если российское общество – это фашистская диктатура, погрязшая в коррупции и чинопочитании, почему там армия должна выглядеть иначе? Важная новость пришла о том, что резолюция Генассамблеи ООН рекомендует создать международный реестр ущерба, нанесенного Россией Украине. Он должен быть международным и в сотрудничестве вестись, понятно, с украинской стороной. Ну и в дальнейшем, соответственно, вот это как первый шаг к выплатам репараций. Важное, скажем так, голосование в Генассамблее и важная история. Но это сопровождается, Григорий, частичной отменой, где-то послаблением санкций против российских компаний. Forbes пишет о том, что с авиаперевозчиков не сняли, а смягчили санкции. Есть информация, что с других компаний, связанных с сырьем, с рудой. Вот это же действительно как раз и подпитывает вот эту как бы массу домыслов о каком-то большом договорнике. Не находите? Ну, я бы не надеялся на вашем месте особо на ООН как организацию. Я думаю, что после того, как война закончится капитуляцией России, будет сформирован другой орган международный, который, по крайней мере, на европейском уровне будет альтернативой этой организации. И этот орган будет сформирован странами-победительницами. И что-то мне подсказывает, что ваша страна будет в их числе. Это с одной стороны. С другой стороны, я еще раз говорю, что где-то у кого-то какие-то интересы экономические, кому-то нужна там по дешевке руда. Ну хорошо, прекрасно. А договорняк, ну это вот очень любят. Вот одна из причин, почему Россия сегодня в такой ущербной ситуации, трагикомической, что население, значительная часть населения Российской Федерации очень любит теории конспирации. Надо меньше заниматься теориями конспирации, а больше работать, платить налоги и ходить на демократические выборы. И тогда не нужно будет думать про теории конспирации. Да, хороший ответ. Но все-таки, говоря о состоянии российской армии, я бы, вот в комментариях там, к моим прошлым видео я вспоминал этот показательнейший момент с мобилизованными в Подмосковье в учебном центре, как они разговаривают с офицером, как они там попихались, потолкались, чего друг на друга ушаты брани высказали. Ну, в общем, в чем недовольство мобилизованных? В том, что, собственно, мы на передовой тоже будем строем ходить и стрелять там не дают должным образом. Люди, которые там проходили срочную службу, недовольны этим центром, давайте так. И это все выливается в неимоверное видео, и их несколько таких эпизодов. Казань, Подмосковье. В комментариях люди пишут, мол, что вы прицепились к этим людям, и все как бы нападают на мобилизованных, мол, нельзя так себя вести. И никто не вступается за них, за их поведение, за то, что они вполне себе справедливо высказывают в такой форме претензии своим офицерам учебного центра. Я хотел попросить вас вступиться за мобилизованных. Сможете? Ну, во-первых, что-то мне подсказывает, что не все мобилизованные, которые там были задействованы, закончили питерский филфак. Наверное, не все они прошли такой жизненный путь. Ну, вот представьте себе, вот офицер, да,
ну, условный майор. Ему говорят, никогда он не воевал, всю жизнь он сидел там на какой-нибудь базе тыловой, потихонечку подворовывал государственное имущество. Тут война. Ему говорят, ты будешь командовать вот там батальоном мобилизованных, ты должен их там месяц обучать, и вот, значит, что он может сделать? Он может, допустим, действительно послать их на тактические учения батальона. Для этого нужно понимать, как функционирует батальон в полевых условиях, как эти учения проводятся. А он последний раз проводил эти учения 20 лет назад, когда вышел молодым лейтенантом из училища. И он не понимает, как это делать. Ну, он возьмет, посадит их на плац и заставит маршировать. И потом нас пишет в разнарядке, что полевые учения проведены. Солдаты занимались? Не занимались. А чем они занимались? Строевой подготовкой или искусством маневрирования на пересеченной местности? Это же, ну, как бы бумага, все с тем. То есть, ну, я просто понимаю, как там функционирует вот эта структура. А вывести их в чисто поле, ну, во-первых, там могут быть потери. Если ты не понимаешь, как функционирует подразделение, там, ну, могут быть потери просто реально. Вот. Даже при использовании там холостых патронов теоретически. Просто даже дорожно-транспортные происшествия со спецтехникой возможны. То есть это серьезная ответственность персональная вот этого офицера. Зачем ему нести эту ответственность? Ну, то есть он же не знает, что дальше будет с этим. То есть их пошлют, там он следующий будет обучать. То есть, еще раз говорю, ну вот я просто понимаю, допустим, что у нас в обществе происходило, если бы такая ситуация сложилась. Матери бы этих солдат штурмом взяли бы парламент. И весь народ бы руку плескал. У нас в свое время, я помню, человек, который претендовал на позиции начальника Генштаба, журналисты раскопали, что он построил себе слишком роскошный дом. Как вы выразились, слишком роскошный, да. Да, вот. И, ну, вот не по карману. И он не смог объяснить, на какие деньги. И народ вышел на улицы с лозунгами, как мы можем доверить ему наших сыновей, если мы не понимаем, откуда у него деньги на дом. И его президент не утвердил. И человек сидел, боевой генерал с шрамами, в прямом эфире на втором израильском канале и плакал. Но его не утвердили на позицию начальника штаба. Так что по-разному бывает в разных странах. А у вас, вот, например, есть сегодня такой человек по фамилии Залужный, который является одним из наиболее авторитетных стратегов в мире. И год назад о нем, кроме жителей Украины, никто не знал. А сегодня его фамилию повторяют все военные эксперты на разных языках. По-разному бывает. Я хочу вам задать вопрос, что происходит между Израилем и Украиной. Вот вышеупомянутая мной резолюция Генассамблеи ООН о репарациях, ну, если коротко, да, вот о репарациях украинскому государству, Украине как пострадавшей стране от Российской Федерации, Израиль не поддержал. Но между Израилем и Украиной существует глубокое дипломатическое недопонимание. Украина систематически и последовательно с 1991 года, с обретения независимости, голосует за антиизраильские резолюции. Я думаю, что здесь есть серьезное поле для работы дипломатов. Объяснить рационально причину, допустим, этого дипломатического противостояния со стороны Украины я затрудняюсь. Я могу лишь предположить, что значительная часть чиновников украинского МИДа в той или иной степени это люди, которые до сих пор находятся в парадигме Советского Союза, так или иначе. То есть люди, может быть, пенсионного возраста, которые там давно работают, и где-то вот они воспринимают реальность еще теми категориями. А люди, которые находятся на ключевых позициях, ну, типа вашего президента, ну, я подозреваю, что ему есть чем заняться, помимо голосования в ООН.
возможно, он в это напрямую не вмешивается, просто потому что он невероятно занят, что, в общем-то, понятно. В любом случае, я бы хотел в этой связи сказать несколько моментов, озвучить. Израиль в силу определенных обстоятельств является страной невероятно чувствительной к голосованию, кто за него как голосует. В данном случае Украине было достаточно просто выйти при голосовании из зала для того, чтобы в Израиле это было расценено как жест доброй воли, с одной стороны. С другой стороны, когда некоторые жители Украины или России начинают мне говорить по поводу того, что Израиль сам государство-агрессор, я сейчас не буду долго полемизировать на эту тему и, так сказать, воровать время наших зрителей, погружая их в наши ближневосточные разборки. Я лишь хочу заметить, что в 1947 году была принята резолюция ООН о разделе этой территории на еврейское и арабское государство, что еврейские организации с радостью поддержали, а арабские с гневом отвергли страны. И когда в 1948 году британские войска покинули территорию Палестины подмандатной, и Израиль был провозглашен в рамках определенных ООН границ, то 6 арабских государств ввели свои экспедиционные корпуса и армии на территории нашего государства с целью тотального уничтожения населения провозглашенной страны, которая на тот момент составляла 650 тысяч евреев. В результате этой военной кампании 6 арабских армий были разбиты. И та территория, которая была по плану отведена под создание арабского государства, была захвачена Иорданией и Египтом, а никак не Израиль. И ни одна страна не осуждала Иорданию и Египет за то, что они захватили палестинские территории. А в 1964 году была по проекту КГБ создана Организация освобождения Палестины. Я подчеркиваю, в 1964 году, потому что война шестидневная случилась в 1967. И в 1967 году Израиль, нанеся превентивный удар по сопредельным арабским странам, захватил западный берег и сектор Газа. Я хочу в данной связи подчеркнуть еще некий момент, который важен. Все говорят, что Израиль проявил, так сказать, вел себя как агрессор и так далее, однако когда Израиль заключал с Египтом договор о прекращении огня, то Израиль заявил, что он оставляет за собой право начать боевые действия в одном из 3 случаев. Если Египет вводит войска на территорию демилитаризованного Синайского полуострова, если Египет проводит мобилизацию, или если Египет закрывает Иранский пролив для прохода израильских торговых судов. На момент начала боевых действий Египет совершил все 3 эти действия. То есть провел мобилизацию и ввел крупные массы войск на территорию Синайского полуострова, непосредственно близость, вышвырнув оттуда голубые каски, которые должны были гарантировать Израилю безопасность. Так вот, эти факты, я думаю, что люди просто должны знать, прежде чем они обвиняют государство, в котором я проживаю и которому я давал присягу в свое время, в агрессивной политике. Если мы посмотрим на количество антиизраильских резолюций за последние десятилетия в ООН, то может сложиться впечатление, что не было геноцида в Африке, не было захвата Крыма, не было еще ужасных вещей, а самое страшное вообще, что происходило, это происходило на территории Израиля. Просто по количеству антиизраильских резолюций. Поэтому мы очень чувствительно к этим вопросам относимся. Нам обидно. Вот. И я надеюсь, что общность интересов, взаимная симпатия лучших представителей наших стран, искренняя поддержка значительной части израильского народа по отношению к Украине в вашей справедливой борьбе будет залогом того, что в дальнейшем мы сможем вывести наше сотрудничество на более высокий уровень. Я думаю, что это будет выгодно для обеих сторон. Так почему за репарации не голосовали? Ваша версия. Я думаю, что это ответ на антиизраильские резолюции, которые были, собственно, поддержаны представителями Украины. Я и говорю про дипломатическую войну, она обоюдна. Как раз за последние несколько дней две антиизраильские резолюции были поддержаны вашей страной. Так что я еще раз говорю, здесь должна быть проведена грамотная, квалифицированная работа дипломатов, которая должна сводиться к тому, что должны быть выработаны
общие интересы, достигнуты договоренности по спорным вопросам и выработан консенсус, который бы определил действия дипломатических структур обеих стран в перспективе. Я думаю, что это как нам необходимо, так и вам в равной степени. Как вы относитесь к Нетаньяху? Я лично, Да. я, я лично плохо к нему отношусь. Я приведу один довод, единственный, без относительной персонализации. Я считаю, что в демократической стране человек не может так долго оставаться у власти. Безотносительно к тому, что он одаренный, талантливый, яркий, умный, я с ним лично общался, было дело. Но при этом он политик очень опытный. У меня нет никаких оснований, ну, пока не принято решение суда, обвинять его в том или ином преступлении, как это многие у нас в Израиле делают. Если суд решит, что он виновен, значит, он виновен. Если не решит, что он виновен, ну, кто я? Я же не судья. Вот. В любом случае, политик, он очень опытный, человек, он очень умный. Ну, его народ избрал, значит, ему быть примером. У нас страна демократическая. На ваш взгляд, Иран нападет и на кого первым? Я думаю, что лидеры Ирана значительно мудрее Владимира Владимировича, и они будут все время балансировать вот на этой вот грани, не переходя красную черту. Это мое личное мнение. Потому что они отдают себе отчет, что если они выйдут в открытую военную конфронтацию, они заплатят э, ну, непоправимую для себя цену, которую они не смогут. И для того, чтобы, допустим, воздействовать на Израиль, нет необходимости напрямую нас атаковать. У них есть намного более серьезный инструмент. Это спустить с цепи организацию Хизбалла, которая находится на территории Сирии и Ливана. И тогда у нас будут серьезные проблемы. Мы к этим проблемам готовимся. Мы понимаем, что нас ждет серьезная северная война. У нас ни у кого нет иллюзий. Но это не первая, не вторая, в общем-то, война. Мы в прошлых войнах побеждали, в этой победим. Что произошло в Стамбуле? Нашли уже вот эту подрывницу, и что будет делать Турция? Потому что в наших обычно разговорах турки, они фигурируют как посредники, как вот там и Нарышкин с Бёрнсом встречается, и там Эрдоган звонит Путину и выступает за мирные переговоры. Но с вот этой партией Курдистана, да, и с которой связывают непосредственно вот произошедшее, ну, там ведь тоже есть определенная подоплека, и она такая длинная, историческая. Что делать? Заходить опять в Сирию, окончательно и бесповоротно сказать нет Финляндии и Швеции по поводу НАТО. Этот вопрос до сих пор стоит ребром, и как бы Анкара ждет. Как вы видите вот этот эпизод, вот этот взрыв? Он почему произошел? Ну, во-первых, я думаю, что давайте договоримся сразу, что мы не верим ни одному слову официальной Анкары. Нет никакой причины, чтобы официальная Анкара говорила правду, потому что это очевидно. Страна не демократическая в прямом смысле слова, с одной стороны. С другой стороны, Эрдоган, очень опытный политик, я всегда говорил на его тему, что если бы завтра начались переговоры между раем и адом, он бы выступил в качестве посредника. Рискну предположить, что идея обвинить курдов в данной трагедии нужна Эрдогану для того, чтобы начать широкомасштабные военные действия на территории Сирии, подавляя там курдские силы самообороны, курдские милиции. Ну, как бы, например. Ну, одна из версий. Вполне жизнеспособная. Ну, и потом это может быть просто случайность. Никто же не может сбросить со счетов, что действительно курды взорвали бомбу. Они что же это делают в конечном итоге? Не то, что я как бы считаю, что они белые пуши. Это террористическая организация. Она много терактов совершила, но
Ну, как бы такой противник у них, в общем, серьезный, безжалостный. Турки, такие люди, с ними не забалуешь. Это можно у армян спросить. Они подтвердят мои слова. Вот, так что выход России из Сирии, ну, он много очень сдвинул таких тектонических плит у нас тут в нашем регионе. Вот это шаткое равновесие, которое было достигнуто, оно нарушено сейчас. И Россия уже не является игроком на Ближнем Востоке. И ее вот этот имидж сдерживающего фактора, который в свое время и на израильтян подействовал, то есть мы воспринимали Россию как некий стабилизирующий такой вот фактор, договороспособный, с которым надо считаться, договариваться. Но сейчас очевидно, что это не так. Григорий, еще один вопрос по вот этому региону, да, ближневосточному. Чемпионат мира по футболу в Катаре. Ну, французы говорят Катаре, меня поправляют все в комментариях, мол, как Катар надо говорить, так правильно, пускай будет Катар. Хотя до этого, можно было и так, и так. Он просто-таки весь под ореолом вот этой неоднозначности. Неоднозначности вообще отношений к стране, к режиму, к, собственно, тому, что будет там происходить. Любое такое большое событие, будь то Олимпиада, там, чемпионат мира, какие-то большие, крупные события, всегда использовались в контексте больших войн. Как вы думаете, безопасно ли будет в Катаре? Связана ли вот новый или новая волна в существующем формате противостояний в мире вот именно с Катаром и большим мундиалем? Ну, во-первых, как вы совершенно справедливо заметили, подобные крупные спортивные события, как Олимпиада, чемпионат мира по футболу, они, безусловно, влияют на региональную и мировую политику. Я думаю, что никогда статус России на международной арене не был так высок, как когда произошла зимняя Олимпиада в Сочи, потом чемпионат мира по футболу. Я очень хорошо помню, как в Израиле хвалебные отзывы журналисты озвучивали по поводу уровня организации. Если сравнить это с сегодняшней Россией, да, ее там оценку в мире, и тогда вот во время чемпионата мира, ощущение, что это две разные страны мы вообще, то есть там, вообще, ничего там, в общем, да. Ну, меры безопасности будут приняты самые, так сказать, далеко идущие. Ну, для Катара это, безусловно, экзамен в большой степени на, так сказать, вхождение в ведущие страны Ближнего Востока с точки зрения такой вот именно имиджевой значимости. Я буду надеяться, собственно, буду молиться, чтобы все прошло там мирно, без терактов. Всегда теракт — это очень плохо. Ну, наша команда на чемпионат мира по футболу не попала в очередной раз. У нас в стране лучше получается играть в баскетбол. Понятно. Григорий, я благодарен вам за эту беседу. Спасибо большое за то, что нашли время и ответили на очень важные вопросы, касающиеся не только вот конкретных там, локальных вещей, но и масштабировались до более глубоких и значимых для вот отдельных регионов. Благодарю вас. Всего хорошего. Удачи. Друзья, берегите себя, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите, что вы думаете об услышанном. Увидимся обязательно. До скорого.